Он выглядит моложе своих лет. Его голос мягкий, а глаза полны печали. Но кто скрывается за этой доброй улыбкой? С кем он встречается на самом деле? Почему он называет свою жизнь пустой? И какие тяжелые моменты заставили его отказаться от всех увлечений? Почему он до сих пор не служил в армии, и как это повлияло на его карьеру в Корее? Он снимался в фильмах, собравших Оскары, но остается удивительно скромным. Что он прячет от своих фанатов? Все это о Чхве Ушике в нашем сегодняшнем выпуске. Пристегните ремни, будет интересно. Чтобы понять Чхве Ушика сегодня тонкого, чувствительного, немного застенчивого, но талантливого, нужно вернуться в его детство. И это детство далеко не было простым. Он родился 26 марта 1990 года в Сеуле в простой корейской семье. Его родители не имели никакого отношения к шоу-бизнесу, но старались дать детям лучшее. И однажды приняли судьбоносное решение переехать в Канаду. Тогда Чхве Ушику было всего 10 лет. Для ребенка это огромный стресс. Новый язык, другая культура, холодный климат, чужие лица. В Канаде он учился в школе, где часто ощущал себя чужаком. Его корейский ланч, сдобренный кимчи, вызывал насмешки. Он не понимал шуток одноклассников и страдал от одиночества. Позже он скажет: «Я часто чувствовал, будто живу между двух миров. Словно ни к одному не принадлежу». Тем не менее, именно эти годы научили его важному смотреть на все с широкой перспективы, ценить разные культуры и адаптироваться к любым обстоятельствам. В средней школе в городе Кокуитлам он начал проявлять интерес к актерству, но тогда это казалось несбыточной мечтой. Ведь вокруг никто не верил, что тихий корейский мальчик с акцентом сможет когда-нибудь стать звездой. Но внутри него уже тогда что-то росло. И однажды это вырвется наружу в кадре, на сцене, в сердце миллионов зрителей. Став немного старше, Чхве Ушик поступил в университет Саймона Фрейзера в Канаде. Он был умным, прилежным, но внутри все еще мечтал о чем-то большем. О сцене. О кадре. О том, чтобы выражать себя через искусство. И тогда, вопреки родительским ожиданиям, он принял одно из самых важных решений в жизни – бросить университет и вернуться в Южную Корею. Это не было спонтанно. Он тайно подал заявку на кастинг и прилетел на прослушивание. Он знал, если проиграет, вернется в Канаду и закончит учебу. Но если нет, он не проиграл. В 2011 году он официально дебютировал как актер в дораме «Дуэт». С этого момента началась его новая жизнь в корейской индустрии, где все держится на конкуренции, внешности и упорстве. Родители сначала не поддержали. Они были в шоке. Сын, воспитанный в Канаде, вдруг стал актером в Сеуле. Это звучало как бред. Но с каждой новой ролью он доказывал, что вернулся домой не просто так. Он начал с маленьких ролей. И хотя многие не запоминали его имя, его лицо вызывало симпатию. Люди говорили: «Этот парень будто из другой энергии. Он настоящий». А сам Чхве Ушик просто жил. Снимался. Учился. Терпел. И однажды стал заметен. Путь к славе у Чхве Ушика был не мгновенным. Он был не тем актером, кто сразу получает главные роли. Он был тихим, терпеливым. И он ждал своего момента. И этот момент настал в 2014 году, когда ему доверили главную роль в фильме «Освободи меня». Там он сыграл юношу по имени Йон Дже, втянутого в жуткую секту. Это была глубокая, тяжелая психологическая работа. Критики были поражены, как парень с такой мягкой внешностью может показать такую боль, такой надлом. За эту роль он получил премию «Актер года» на Международном кинофестивале в Пусане. Это был первый настоящий поворот в его карьере. Но впереди были еще более громкие проекты. В 2016-м он появляется в блокбастере «Поезд в Пусан». Там его герой молчаливый, но самоотверженный парень Йон Гук, который погибает, защищая любимую. Миллионы зрителей по всему миру плакали, глядя на его сцену прощания. Имя Чхве Ушик узнал весь мир.
а потом фильм, который перевернул его жизнь. «Паразиты». В 2019 году он исполнил роль Ки у бедного парня, который с помощью обмана попадает в дом богатой семьи. Эта роль стала не просто шагом вверх, она стала прыжком в историю. Фильм получил золотую пальмовую ветвь в Каннах и 4 Оскара, включая лучший фильм. И хотя это был ансамблевый состав, многие критики отмечали именно его лицо, полное одновременно невинности и сдержанного отчаяния. После этого его стали называть не просто хорошим актером. Его начали называть будущим корейского кинематографа. В мире шоу-бизнеса, где искренность – редкость, дружба Чхве У-шика с другими звездами стала настоящим феноменом. Он не одиночка. У него есть своя семья. Не по крови, а по духу. Это Уугр Сквад. Уугр – это неофициальное название группы друзей, куда входят Пак Саджун – один из самых востребованных актеров Кореи. Ким Тэ-хён, Ви из BTS мировой поп-идол. Пак Хён-шик – актер и певец. Пик Бэй – музыкант. И сам Чхве У-шик. Они познакомились на съемках, а потом стали почти братьями. Вместе путешествуют, поддерживают друг друга на премьерах, праздниках и даже в трудные моменты. Их шутки, теплые переписки и взаимная забота стали настолько любимыми фанатами, что в 2022 году вышло целое реалити-шоу «In the Soup Friendcation». В этом шоу они отправились за город, оставив телефоны и работу, чтобы просто пожить обычной жизнью. И именно там зрители увидели Чхве У-шика настоящим. Он смеялся от души, молчал, когда был задумчив, и даже открылся о внутренней пустоте, которую чувствовал последнее время. Эти сцены были трогательны. Парень, которого знают миллионы, оказался таким же ранимым и нуждающимся в поддержке, как любой из нас. Уугр Сквад – это не пиар. Это дружба, которая дает ему силы. В мире, где каждое движение знаменитости оказывается под лупой, Чхве У-шик остается загадкой. Он не любит говорить о личном. Он не делится фотографиями с девушками. Он почти никогда не появляется на публике в романтическом контексте. Но это только подогревает интерес. Долгое время фанаты связывали его с актрисой Ким Да-ми. Они познакомились на съемках фильма «Ведьма. Начало», а позже снова встретились на площадке дорамы «Наше любимое лето», где играли бывших возлюбленных. Химия между ними была настолько естественной, что зрители начали задаваться вопросом: это точно только актерская игра? В интервью они оба утверждали, что просто хорошие друзья. Но фанаты не унимались, слишком уж правдоподобными были их сцены. Взгляды. Молчание. Легкие прикосновения. А может, просто два хороших актера создали иллюзию любви? Помимо этого, были слухи о кратковременных отношениях с некой девушкой до того, как он стал знаменитым. Но никаких доказательств, фотографий или признаний Чхве У-шик мастерски охраняет границы своего сердца. В одном из интервью он признался: «Я люблю девушек с похожим чувством юмора. С кем легко. С кем просто быть собой. Никакого пафоса. Никакой роскоши. Он не гонится за модельной внешностью, не говорит о стандартах. Он ждет ту, кто поймет его тишину. И, быть может, она уже рядом. Только мы об этом не знаем». Он снялся в «Паразитах». Его имя звучало в каждом уголке мира. Его приглашали в шоу, на обложке журналов, в рекламной кампании. Он достиг того, о чем мечтают миллионы. Но вдруг... Остановка. Чхве У-шик сам признался: «Я чувствую, будто моя жизнь стала пустой. Как будто в ней нет вкуса». Он перестал заниматься любимыми делами. Раньше обожал рыбалку, велопрогулки, походы, катался на лыжах, слушал музыку часами. Теперь ничего не радует. Он даже сказал, что боится начинать новые увлечения, потому что чувствует внутреннее напряжение, словно ему это не нужно. Это не просто усталость. Это душевная пауза, в которой живет человек, переживший слишком много эмоций, успехов, ожиданий. Но что удивительно, он не жалуется.
Он не просит жалости. Наоборот, он говорит, что эта пустота помогает ему играть лучше. Когда я чувствую себя опустошенным, мне легче понять героев. Их одиночество, их растерянность, их грусть. Он стал тише, медленнее, глубже. И, возможно, именно благодаря этой душевной боли он смог сыграть такие проникновенные роли в дорамах, как в «Наше любимое лето». Это напоминает, даже звезды иногда падают внутрь себя, чтобы потом снова зажечься. И, возможно, он сейчас именно в этом состоянии внутреннего перерождения. В Южной Корее обязательная военная служба не просто долг. Это своего рода проверка на лояльность, на мужество, на патриотизм. Каждый корейский мужчина обязан пройти службу, и исключения вызывают волну критики. И вот Чхве Ушик не служил. Почему? Ответ прост, но не для всех очевиден. Он гражданин Канады. Когда его семья эмигрировала, он получил канадское гражданство. А значит, формально он не обязан проходить военную службу в Южной Корее. Но это не остановило споры. Многие задавались вопросами. Он живет и работает в Корее, почему не служит? Неужели он избегает долга? На фоне других звезд, которые служили, несмотря на популярность, Чхве Ушик оказался под давлением. Но он никогда не пытался оправдываться. Он не делал громких заявлений, не втягивал СМИ. Он просто продолжал делать то, что умеет – играть, расти, рассказывать истории. Актер не раз подчеркивал, что глубоко уважает тех, кто служит. И сам старается отдать долг стране через культуру, через честные и сильные роли, которые трогают сердце. Он доказал, что преданность – это не всегда камуфляж. Иногда это искренность. Иногда это талант, работа и уважение к своей аудитории. Когда камеры выключаются, вспышки гаснут и поклонники расходятся, остается просто человек. Тихий, закрытый, настоящий. Таким и является Чхве Ушик в реальной жизни. Он никогда не гнался за роскошью. Нет особняков на холмах, выставленных в Инстаграм. Нет показной жизни на яхтах и в клубах. Он минималист. У него есть уютное жилье в Сеуле, но подробности не разглашаются. Он ценит приватность. Зато известно одно: рядом с ним всегда его верный друг. Маленький йоркширский терьер по кличке Куки. Эта собака для него как член семьи. Часто появляется в его сторис, и видно, с какой нежностью он к ней относится. Из любимого все простое. Рамен. Чипагури. Домашняя корейская еда. А еще любимые цвета – черный и голубой. Любимый рэпер Дрейк. Любимый отдых – тишина. Он не ходит на светские вечеринки. Не мелькает в скандальных новостях. Вместо этого предпочитает побыть наедине с собой, пересматривать любимые фильмы, читать, гулять или просто молчать. Его друзья говорят, что он часто теряется в мыслях. Может долго смотреть в окно или сидеть, облокотившись на руки, будто разговаривает сам с собой. Многие звезды живут для публики. А Чхве Ушик живет для себя. И, возможно, именно это делает его таким живым и настоящим в кадре. Путь Чхве Ушика не был усеян розами. Он не был лицом бренда с первых дней. Его карьера – это не вспышка, а плавное возгорание, огонь, который с каждым проектом становится ярче и теплее. После первых эпизодических ролей он начал играть глубоких и ранимых героев, в которых зрители видели не просто актера свое отражение. Его первая настоящая победа – фильм «Освободи меня». Мрачный триллер, где он сыграл юношу, вовлеченного в религиозную секту. Его глаза в этом фильме бездна страха и одиночества. Критики сказали: он заставляет тебя молчать. Просто смотреть и чувствовать. Потом поезд в Пусан, где он стал символом жертвы ради любви. Его герой умер, защищая ту, кого любил. И в этот момент он завоевал сердце миллионов. А после «Паразиты». Киу – студент, который хитростью проникает в дом богатых. Тонкая, многослойная роль.
Именно его персонаж был мостом между двумя мирами – бедностью и роскошью, правдой и иллюзией. Этот фильм стал переломом не только в его карьере, но и во всей истории корейского кино. 4 Оскара. Канны. Бафта. Все. Но он не остался в рамках кино. Он вернулся на малый экран с дорамой «Наше любимое лето». Роль художника Чхве Уна Тихого, замкнутого, но невероятно глубокого, покорила зрителей своей честностью и нежностью. Каждый кадр был наполнен ощущением ностальгии, боли и недосказанной любви. И зрители влюбились в его голос, жесты, паузы, в его молчание. В 2025-х он вернулся с новой романтической дорамой «Мела Мавии», где сыграл 30-летнего мужчину, который заново учится любить. Там он показал, он вырос. Как актер, как мужчина, как человек. Награды, признание, миллионы фанатов он получил это не громко, не быстро, а медленно, честно, по-настоящему. Когда смотришь на Чхве Ушика, создается ощущение, будто ты знаешь его давно. Будто это не актер с мировым именем, а твой друг. Парень из соседнего двора. Тот, кто всегда молчит, но все понимает. Но кто он на самом деле? Он не герой боевиков. Не шумный айдол. Не звезда, которая гоняется за славой. Он наблюдатель. Тихий. Осторожный. Глубокий. Он не боится быть уязвимым. Говорит открыто о своей пустоте, о кризисах, о том, что иногда ему не хочется вставать утром. Он не стыдится не быть сильным. И этим становится сильнее многих. Он умеет смеяться от души, но только в кругу близких. Он умеет любить, но только тех, кто поймет его молчание. Он умеет играть, но не играет в жизни. Он выбирает простоту там, где другие бегут за роскошью. У него нет привычки все выкладывать в соцсети. Он не кричит о себе, и именно поэтому его слышат. В каждом проекте он будто растворяется. Становится другим. Но в каждой роли остается частичка настоящего Чхве Ушика, честного, ранимого, глубокого. Он актер, который не просто играет. Он живет на экране. И, быть может, именно поэтому миллионы по всему миру смотрят на него и думают: вот таким я бы хотел быть. Спасибо вам всем большое за то, что досмотрели это видео до конца. Вы мое вдохновение, моя поддержка и моя мотивация. Я читаю каждый ваш теплый комментарий, вижу флаги ваших стран, и сердце наполняется радостью. Ваши слова – это не просто текст под видео. Это настоящая энергия, которую я чувствую с каждой новой историей. Хочу сказать каждому из вас: я вас люблю. Искренне. Без границ. Пусть в вашей жизни всегда будет свет, тепло, море любви и настоящего счастья. Мои дорогие зрители из Азии, Европы, Америки, Африки, с каждого уголка этого прекрасного мира. До новых встреч!